Всем привет! Замена сцепления Volkswagen Passat B3. Корзина изрядно устала. Лепестки все стерлись. Тоже пойдет под замену. Вот новая корзина. И видно, насколько выступают лепестки. На них давит выжимной подшипник. Когда они стираются, будет люфт. И будет шум подшипника. Отверткой поддеваем. И снимаем. Маховик в хорошем состоянии. Почистить. И это радует. Маховик менять не надо. Корзина изношена. Выработка есть. Диск тоже изношен. Диск весь выработался практически до клепок. Это со стороны маховика, это со стороны диска. Ставить буду на 215. Он больше немного. Ну и, естественно, корзину надо другую ставить. Ну что, собираем новое сцепление. Пока примерил корзину, все нормально. Берем новую корзину, новый диск. И вот в таком положении устанавливаем. Ну вот и все. Ставим, центруем. Я вот такой пластиковой трубкой. Вот. Чтобы диск по центру стоял. И по кругу прикручиваем. Без фанатизма, чтобы резьбу не свернуть. Желательно определенным моментом. Маховики на 1.8 и на 1.6 двигателях на Volkswagen и Audi одинаковые, а диски могут отличаться. На 200 могут быть, на 215. Есть еще, по-моему, 228 на каких-то двигателях. Но там, наверное, и маховик немножко другой. Выжимной еще в хорошем состоянии на 4. Лет 5 бы еще походил. Но раз разобрал, тоже поменяю. Так, вилка сцепления еще в более-менее нормальном состоянии. Выработка есть. Но не критическая. Еще походила бы. Но у меня есть вилка с новым подшипником. Буду менять на новый. Можно сравнить. Старый и новый. Выработка. Вот упорный болт
упирается вилка. Он уже тоже подносился. Значит, его буду менять. Вот на новый. Стоит он недорого, так что можно поменять. Высота у них разная. Старый уже выработался. Довольно-таки прилично. Сейчас буду ставить новый. Видно из-за износа выступов на корзине, корзина немного уже задевала коробку. Видно черта между зубьев. 0 почти напротив зуба. Как видите, расстояние между ними небольшое. Черта между двумя зубьями 0, ближе к третьему зубу. Можно посчитать. Раз, два, раз, два, три. Ну, где-то, грубо говоря, 3,5. Заменил упорный болт. Смазываю, где подшипник ходит выжимной. Я использовал смазку для подшипников. Она тугоплавкая и не будет растекаться. Вот сюда, где шток, тоже наносим смазку. И вот здесь, где упорный болт, тоже желательно смазать. И будем ставить на место. Все готово. Ну все, теперь буду ставить коробку. Сцепление на месте. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока.